Поступает нам как-то звонок от нашего любимого заказчика с предложением приехать в гости, разобраться с проблемой на станке, ну и попить кофе, само собой. Сообщили нам о парочке возникающих ошибок на стареньком фадале с ЧПУ Fanuc. Это вертикальный фрезер производства США. 364-я Soft Phase Alarm и 368-я Serial Data Error. Обе ошибки относятся к оси X. Из расшифровки следует, что имеется проблема с получением данных со встроенного энкодера. Проблема может заключаться в неисправности самого энкодера, а также кабеля энкодера, ведущего в плату интерфейса. Сама плата интерфейса сервоусилителя может сбоить, ну и сам сервоусилитель предположительно. Хотя там силовая часть находится, маловероятно, что в нем проблема. Что ж, приезжаем на место, демонтируем телескопические кожуха и стоим в недоумении, так как совсем не ясно, каким образом ошибка не вылезла раньше. Кабели лежат вне гусеницы, последняя, к слову, отсутствует. Телескопические кожуха не герметичны, и вся стружка СОЖ попадает под кожуха к ШВП, направляющим и непосредственно проводке. Что ж, монтируем гусеничку. О, другое дело. Дабы убедиться, что именно наблюдаемые повреждения на кабеле являются причиной возникновения ошибок, присутствует обрыв, судя по всему, вытащим побольше кабеля и проведем эксперимент. Вот у нас ось X двигается в данный момент. Берем в руку кабель. Трясем. Оп, вот и ошибки. Эксперимент завершен удачно. Прокладываем новый кабель. Восстанавливаем станочный ноль. Спойлер, несколько лет станок после этого проработал, данные ошибки не появлялись. Небольшой вам бонус: на одном стареньком Акувае, это тайваньский токарик, вылезли как-то такие же ошибки, но вкупе с парочкой новых. При этом оператором наблюдалась корреляция между временем возникновения ошибки с начала обработки и скоростью подачи по оси Y. Чем выше была скорость, тем раньше ошибка возникала. Там уже проблема была не в кабеле, а в плате интерфейса, которая монтируется в блок сервоусилителя привода подачи. Плату заменили, все заработало. На сегодня у меня все, можем идти пить кофе.